Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня готовлю очень вкусный и простой салатик из капусты на каждый день, который можно хранить в холодильнике или на балконе до 2 недель. Рецепт, как всегда, очень простой и не потребует от вас много времени или каких-то особенных ингредиентов, а вкус у салата получается очень нежный и ненавязчивый. Согласитесь, ведь это очень удобно, когда в наличии есть готовый салат из свежих овощей и не нужно специально ничего резать и готовить. Если вам интересно, оставайтесь со мной и давайте готовить вместе. Снимаю с кочана капусты несвежие верхние листья, а остальную часть капустных листьев шинкую соломкой. Также можно воспользоваться шинковкой, если вы готовите, к примеру, большую порцию салата. Морковку натираю на крупную терку. Можно ее просто нарезать соломкой или натереть на терку для корейских салатов. А если вы не любите морковку, то можете вообще ее исключить. Если морковь в рецепте ингредиент не обязательный, можно добавлять ее, а можно и пропустить этот шаг, то без сладкого перца в нашей маринованной капусте никак не обойтись. Используем обязательно красный или желтый, мясистый и сочный перец салатных сортов. Нарезаем перец соломкой, брусочками или полукольцами, как вам удобно. Не забываем о пикантном чесноке. Его зубки режем ломтиками или пропускаем их через пресс. Можно также использовать в салате и репчатый лук. Если вам нравится такой вариант, возьмите лук салатный, не ядреный, без резкого агрессивного запаха, который может перебить вкус всего нашего капустного салата. Дальше беру большую и просторную кастрюлю, в которой будет удобно все перемешивать, и перекладываю капусту. Добавляю соль, сахар, затем капусту нужно примять руками, чтобы она пустила сок и слегка размякла. Наша капуста после таких процедур уменьшится в первоначальном объеме, и у нас освободится место в кастрюле для остальных ингредиентов. Добавляю морковку, болгарский перец и чеснок. Дальше наливаем воду, уксус и растительное масло. Воду желательно использовать кипяченую комнатной температуры. Тщательно перемешиваю, чтобы все ингредиенты подружились. Пробуем на баланс соли, сахара и уксуса. Именно на этом этапе можно подправить вкус салата и сделать его под свой лад. Количество уксуса увеличивайте очень небольшими порциями, так как при мариновании уксус из маринада переходит в овощи, и в итоге вы можете его добавить больше, чем того требуется. Дальше немного трамбуем капусту и ставим на нее небольшой гнет, чтобы под воздействием маринада капуста и овощи оказались под жидкостью и не сохли. Держим капусту под гнетом в комнате, но если температура на кухне больше 23 градусов, лучше переставить кастрюлю в холодильник. Через 5-8 часов капуста будет готова. Ее можно будет переложить по банкам, разлив соответствующую порцию маринада в каждую емкость. Хранить баночки с такой маринованной капустой в холодильнике можно не более 2 недель. Всем приятного аппетита! Друзья, надеюсь, мой рецепт вам непременно понравится. С нетерпением буду ждать ваши отзывы и комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новой встречи на домашнем ресторане!